Единственный человек, с которым ты проведешь всю жизнь, это ты сам. Представь, Ваня встречается с Катей. Их отношения начинались с бабочек в животе, ожиданиями встречи и страстными плотскими утехами. Они решили жить вместе, и первое время все было отлично. Однако скоро Катюша начала отдаляться. Она долго не отвечала на сообщения. Было много критики и упреков. Катя как будто проверяла терпение Вани, его уверенность и его маскулинность. Что сделал Ваня в ответ? Он всячески старался угодить, подстроиться под Катю, покорно выполнял ее желания, забывал про себя и свою жизнь. А Катя строила все больше и больше козней. Она стала уходить ночевать к маме на выходные. И однажды Ваня увидел ее пьяные сторис, где она в обнимку с другим парнем веселилась. С утра сторис уже не было, она их удалила. Ваня пытался поговорить с Катей, а она ему сказала, что изменила ему. И это происходило уже несколько раз. Ваня растерялся, чувства переполняли его. Он перебирал воспоминания и пытался понять, где же все пошло не так, почему снова не сложилось. Он что, не мужик, что ли? Как думаешь, чем закончилась эта история? Напиши мне в комментариях, а ответ я расскажу тебе в конце видео. Итак, какие манипуляции применяют девушки для того, чтобы проверить своих мужчин на самцовость? Первое. Вызов на дуэль. Это когда она начинает спорить о том, как ты распорядился своим вечером. Что ты решил пойти, например, в спортзал вместо совместного просмотра сериала. И ты чувствуешь себя, как будто ты на арене, где каждое твое слово или действие подвергается сомнению. Мужчина находится перед выбором. Отступить и посмотреть таки сериал, изменив себе и поменяв свои планы. Или настоять на своем запланированном решении, но рискуя, что будет ссора и скандал. Второе. Ревность. Девушка рассказывает тебе, как великолепно она провела время с коллегой, с которым она обсуждала какие-то там рабочие вопросы. И какой же он умный, какой же он лапочка. И ты пытаешься понять, зачем она тебе это рассказывает. То ли ревность пытается вызвать, то ли просто болтает. Что делать? Не гадать. Спроси, зачем она тебе это рассказывает. Твоя задача не дать внешним признакам ревности взять верх, демонстрируя уверенность в себе. Третье. Игра в молчанку. Это когда она вдруг становится менее отзывчивой, не отвечает на твои сообщения с привычной скоростью. И тут ты не понимаешь, что происходит. Что делать? Не гадать, спросить, все ли у нее в порядке и что ты вообще-то волнуешься, когда она не отвечает на твои сообщения. Четвертое. Провокации и проверка на прочность. Это когда она вдруг начинает упрекать тебя за то, что ты мало времени уделяешь вашим отношениям. Хотя еще вчера она говорила о необходимости личного пространства. Это похоже на тест на устойчивость к внезапным перепадам настроения, и девушка таким образом проверяет, можешь ли ты сохранять спокойствие и рассудительность и не поддаваться на ее провокации. Рассказала тебе про 4 примера таких манипуляций, и распознать их бывает очень непросто, но я тебе в этом помогу. Я знаю, что ты хочешь стать лучшей версией себя. Ты хочешь стать смелее, увереннее, более независимым и более сильным. Тебе хочется стать мужчиной, которому будет хорошо и с девушкой рядом, и без нее. Ведь именно к таким мужчинам приковано женское внимание. Поэтому я создала клуб красавчиков. В клубе я буду помогать участникам в познании тайн женской психологии. Ты будешь узнавать уникальные методы и фишки для знакомств. Я буду давать практики для повышения твоей уверенности в себе. Мы будем встречаться с тобой на закрытых эфирах и разбирать твои запросы. Первая онлайн-встреча пройдет уже 21 мая. Подробную информацию о клубе ты найдешь в описании этого ролика в первой ссылке, а также в закрепленном комментарии под этим видео. Жду тебя в клубе. А теперь давай поговорим о том, что же делать, если ты попал на такие женские проверочки. Первое. Не забывай о своих увлечениях.
Понимаю, что ты сейчас влюблен, но это не значит, что тебе теперь всю жизнь нужно провести в обнимку с Серканом Балатом и бесконечными турецкими сагами. Нет! Твой тренер в спортзале уже давно тебя не видел, а гитара покрылась пылью. Позволь себе быть собой, со всеми своими хобби и интересами. Встреться с друзьями, навести родных. Адекватная девушка это примет. А если она неадекватная, так зачем она тебе? Второе. Личные границы. Помнишь, как ты не любил, когда в детстве кто-то заходил в твою комнату без стука? В отношениях это работает точно так же. Обсуди с ней, что тебе ок, а что с тобой ни в коем случае делать не надо. Говорить «нет» в отношениях – это нормально. Говорить «нет» можно, когда что-то идет вразрез с твоими принципами. Конфликтов в отношениях избежать невозможно. Ведь больше шансов для счастливых союзов именно у тех пар, у которых получается корректно и спокойно отстаивать права и выходить из сложных эмоциональных ситуаций, где у каждого из партнеров есть свои интересы. Третье. Уверенность – это твой козырь. Помни, ты красавчик. Ты можешь покорить Эверест, даже если пока не знаешь, как это сделать. Но ты можешь это сделать, если захочешь. Работай над собой, развивайся, занимайся спортом. Уверенность придет не сразу, но формируешь ее именно ты. Четвертое. Будь открытым в общении. Если что-то не нравится, говори. Если что-то нравится, тоже говори. Умение говорить с девушкой и не замалчивать – это залог успешных отношений. Научись слушать ее и давать понять, что ты рядом, но свои чувства выражай также без страха. Пятое. Не поддавайся на провокации. Вспомни, когда тебе казалось, что она специально тебя проверяет. Вместо того, чтобы вспыхнуть и бежать тушить ее пожары, задержи дыхание и считай до 10. Используй юмор как свой щит, если ты чувствуешь, что тебя переполняют эмоции. И ты всегда можешь взять паузу и не отвечать ей сразу. Так ты покажешь, что контроль над ситуацией в твоих руках. А теперь ответ на вопрос, чем же закончилась история Вани и Кати. Ваня простил измену Кати. Он молил ее не уходить от него. Он сказал, что он может закрыть глаза на ее предательство, если она больше не будет ему изменять. Катя усмехнулась, назвала его тряпкой и бросила его. Жаль, что Ваня не участник моего клуба красавчиков. А вот ты еще можешь все изменить и стать лучшей версией себя. Все в твоих руках, и ты сам творишь свою судьбу. До встречи!